Это что? Старый медный ключ. Он в зубах, что ли, у него? Друзья, привет всем! С вами Сэр Холмс. Продолжаю прохождение Tamriel Rebuild в Моровинде. Последнее, на чем я остановился, это квест про Тархиэля. Я хотел переиграть его, позволив выиграть Сатуриусу, второму претенденту на звание нового придворного мага. Но, похоже, мне опять попросту не хватает красноречия. Потому что единственный вариант, который я могу ему ответить на его решение призвать Дейдрота, это отличный выбор. Хотя на самом деле есть вариант спровоцировать его призвать крылатого сумрака, с которым он бы не справился. Вот таким образом Сатуриус выиграл бы второе состязание, дело дошло бы до третьего. И там тоже есть варианты. Либо дать Келькимелла победить, либо выдать Сатуриусу свиток полета Икара. Вот. Во втором случае Сатуриус использует силу этого свитка против Келькимелла и победит, и станет действительно новым придворным магом. Но что самое интересное, здесь на самом деле разработчики Tamriel Rebuild развили историю Тархиэля и учли вариант, в котором игрок его спасает. Потому что я читал описание квеста, там есть такие записи в журнале, как, например, Тархиэль вернулся в свою башню в Старом Эбенгарде. И Карас Кассесси вознаградил меня за то, что я его спас. Вот, то есть, похоже, разработчики исправили тот момент, что если Тархиэля спасаешь с помощью магии, он потом ничего не отвечает, кроме как «я не хочу говорить об этом», и диалог закрывается, видимо. В этом случае он отвечает что-то «спасибо», там, возвращаясь в Старый Эбенгард, и... Ну, в общем, вот. То есть квест оказался действительно очень даже... Очень даже. Вот, собственно, я вернулся к хранилищу всего своего хлама, потому что я отправляюсь в путешествие, наконец-то ухожу из Старого Эбенгарда. Вот это я здесь оставлю. Журнал Тархиэля. И отправляюсь на тот берег реки Тир. Я сейчас думаю, что с собой взять. Планы Двемерского Центуриона. Кстати, может быть, они понадобятся даже. Игрушечный гуарчик. Так, ну это все я хотел просто в коллекцию запихнуть. Скума тут у меня. Пунавит. Так-то это незаконно, то, что я его здесь храню. Вот, но вообще на самом деле я хотел, да, с собой книжку взять. И я же где-то выкладывал амулет. Я вот что-то его не могу найти. Амулет-то повышение привлекательности где? Ну, я туплю, он же на мне, вот. Ну, сейчас мне впору надеть амулет от физического урона, который защищает. Надеть шлем, потому что отправляюсь в дикую местность. Ну и здесь я выложил еще тайлы. Клеточки. Tamriel Rebuild'овские, а то каждая почему-то весит по фунту целому. Вот. Ну что еще? Что еще можно сделать? Продать амулеты медленного падения я хотел, потому что... Подумал я и смекнул, что кольцо левитации, его мне хватает с лихвой. А, чертов скрип. Оно, в общем-то, тоже способно спасти от... Ну, вы поняли, от прыжка Икара. Что-то у нее денег маловато, жаль. Камень душ прикупить у нее. Вот у меня только здоровые. А как крыс обычных ловить, во что?
Так, метка у меня стоит. Метка у меня не стоит, похоже. Надо поставить. Вот еще маленький возьму один. Так. Амулет медленного падения. Да, амулет снегопада, как я его назвал, когда впервые увидел, неправильно переведя. Вот, остальное, в общем-то, все может пригодиться. В том числе и книги, потому что я, возможно, их захочу почитать. Вот, кстати, перед тем, как отправиться в глушь, я, конечно же, зашел в библиотеку. И можете ознакомиться с биографией Борензии 3-м томом и подлинной Борензии 4-м томом. Подсказки у вас вот сейчас возникают. Вот, ну и теперь очередной прыжок Икара, пожалуй. Сколько у меня свитков? 2. То есть 1 как раз останется для коллекции. А, вообще, стоп, куда я собрался ночью? Я же хотел переночевать в гильдии магов. Хотя, вы знаете, мне кажется, тут жирно будет слишком свиток полета Икара аж использовать. Обычная левитация подойдет. Я хотел еще тут полазить немного. С этого ракурса я старый Бенгард, кстати, никогда не видел. А может быть, что-то мы даже найдем тут интересное на этих скалах. Вот в этой, кстати, башне еще не было. Это штаб что-то там морского патруля. Береговой охраны. Так, ну есть что тут? На грибе, может? На грибе ничего. Так, отсюда я все еще не могу добывать. А, могу. Я помню, что на первой своей сборке я не мог без специальной лопатки ничего собирать здесь. А, это что там? Эти обломки, похоже, плавают. Наверное, там как раз корабль затонул. Да, я вспомнил, я же хотел найти корабль, названный в честь короля Хелсета. Он вроде как раз где-то здесь должен был. О, смотрите, что есть. Выход из канализации, да, похоже? Ха. Так, ладно, надо выложить шмот свой тогда и сплавать, глянем, что там. Ну, вот так вот. Взял с собой свиток перышка, если вдруг какой-то лут найдется там. Одно зелье восстановления здоровья. Ну и вот все, что на мне. Копье решил взять вместо. Оно все-таки на водное дыхание. Это не стал выкладывать, но это я использовать не буду. Предположим, что выложил тоже. Вот это я прыгнул, я аж не рассчитал. Да, там реально есть какой-то корабль, смотрите. Смотрите-ка. Ну-ка, есть у него имя? Просто заброшенное кораблекрушение. Проклятая рыбина. Так, окей, сюда. Не очень удобно. Глотнуть воздуха тут не получится нигде. Что в столе? Монетки собирать не буду. Так. Ах, да, я не подумал, какие отмычки выложить. Ну, предположим, что я взял одну какую-то отмычку. Наверное, я бы взял отмычку. Ну, свежую отмычку мастера, вот, да, одну. И обычный щуп, вот этот вот.
Что тут? О! Первый улов. О, лунный сахар. Так это, наверное, корабль контрабандистов был каких-то опять. О. Так, а вы знаете, что я хочу сейчас? Ну, во-первых, скастовать на себя водное дыхание. Во-вторых, по одному их собирать. Вдруг на меня вылезет доэдра прямо здесь. Вдруг какой-то из них проклятый. А? Вот будет потеха. Нет? Ну что ж, очень жаль. Интересная моделька у него, иконочка, то есть. О, нордские доспехи. Шалый ключ очередной. Так, вот это неплохо. Это я возьму. Ну реально контрабандисты. Мы-то с вами знаем, что... О, опять изучение дрелгов. Мы-то с вами знаем, что контрабанда в основном это алкоголь. О, это что это? Амулет доэдрической выносливости, смотрите. Постоянный эффект укрепить выносливость на 10 единиц. Укрепить здоровье на... Ничего себе. Вот это хорошо. Ага, тут еще и двемерская шестерня. Ну реально контрабандисты тут были. Вот это амулетик. Может тогда разбить эту личевскую штуку. Жемчужину. Надо подумать. Я, наверное, просто ее где-нибудь оставлю в коллекции у себя. Тогда смысл отпадает. Зачем я там? Зачем убивал тогда крестоносца, оставлял в живых лича, чтобы потом и лича убить? Глупо. Ну, как бы можно это сделать только из вредности, и чтобы квест пропал из активных квестов. Но это лучше как-то по-другому обойти, когда узнаю там ID этого квеста. Можно это сделать через консоль. Так, ну тем временем я все еще не вижу... королевского кораблика. О, сейчас жемчуга нормально собираются. Как бы вот так вот можно сказать, но это же читерско. Надо хотя бы чуть поплавать тут. А, смотреть это все, может. Найду корабль. Да, не все раковины у нас с жемчугом. Ну, логично. Так, ну что-то нет тут корабля.
ладно. Ну, хотя, может быть, нет. Не может быть. Сказано было, что он все-таки в устье разбился. Ну, то есть в дельте. Устье — это же там, где начинается река. Да? Да? Я вот что-то тут подзабыл географию уже. Но, тем не менее, пора дальше в путь-дорогу. Ну, полетели дальше. Я снова барахле при всем. Надел новый амулет. У меня сейчас 250 хп почти. Почему-то у меня ловкость повреждена была. Восстановилась. Черт знает. Была 95 только что. Непонятно, что и на нее повлияло. Такие тут проходы. А, вот. Тут что-то есть, смотрите. Усыпальница какая-то. Ох, ну что ж, давайте дадим еще один шанс усыпальницам. Улисы какие-то тут лежат. Лежать. Так. Так. Что я хочу, какие надеть? Стрелы надеть. Ну, шок неплохо. Потрачу их сначала, потому что они тяжелые. Так, книга учета Индарил, что ли? Пассинг, прохождение. А, через дверь горизонтов. А, это мы читали, кстати, уже. В Тарджулане, помните? Вот, опять же. Пассинг — это имеется в виду отход в мир иной. Как те или иные, видимо, представители Великого Дома отходили в тот мир потусторонний. Вот через огонь, через сон, через битву, через войну домов, через самоубийство. Вот меня тогда заинтересовала, конечно же, запись про Халаан. Я все еще хочу туда вернуться, потому что есть там дела незаконченные. Вот, индарильцы Халаана, которых иностранные легионы называли Бенгард или Старый Бенгард, искупались в святых маслах и ступили в великое пламя. Ветер разнес их пепел, унес, то есть их пепел в сам Некром. Что говорит о том, что они погибли с честью. Ну, таким образом, мы понимаем с вами, что находимся в усыпальнице. Здрасте. А я думал, тут у вас нежити полно. Давай поразговариваем, только я сначала. Какой ты, смотри, глаза нет у тебя. Надену амулетик привлекательности. А что тут у нас? Евангелие от святого Лотиса. Ну ладно, простите меня мои манеры. Нет, давай ты будешь тут лучше сидеть. Стой. А то я знаю, вы любите блокировать меня. Я Голом. Из великой семьи Улес. Я скромный, озабоченный этой усыпальницы. Ну, caretaker, я, блин, не знаю, как это перевести, правильно перевожу, озабоченный. Ну, смотритель, наверное, в данном случае подойдет, но не каждый caretaker переводится как смотритель. Потому что есть еще в домах обычных, там на кухнях. Вот, уважай место, где покоятся мои предки. Или тебя выгонят отсюда духи, которые защищают его. Ладно. Да, индарилец. Нет, сиди там. Ха. Ну я все равно же посмотрю, что тут у тебя. Что тут у вас?
Так, эта дверь... начинается. Такие забавные звуки, как топает нежить. Дом забот. Вы знаете, вот гробницы — это прекрасный пример того, что в Моровинде есть автолевелинг. Я после ужасов Обливиона, вот, люблю Обливион, но что ненавижу в нем, так это автолевелинг, просто жуткий. Он совершенно дисбалансный, ванильный, я имею в виду, конечно. На всякий случай. Давай, благословение просто. Вот, и после того, как я столкнулся с моровиндским автолевелингом, я считал Моровинд в этом плане просто священной игрой. Но, как потом выяснилось, в Моровинде автолевелинг тоже есть, но он просто не такой лютый. Да уж, эти скелеты. Так, а что это? А, неплохо. На продажу. Вот если на первых уровнях, ну, в гробницах максимум попадется какой-нибудь обычный боунволкер. Зомби. Я, кстати, не помню, как они... Ого. Как по-русски боунволкер будет? Так, вот мне вот этого надо побольше. Восстановление силы лишним не бывает, правда? Так. Я бы еще взял, будь у меня еще тут. Вот это. А это, кстати, можно в скором времени бахнем, ладно. Восстановление. Ну, пока карман не тянет, потом можно от лишних избавиться. Всякие резисты неинтересно. Ночной глаз. Давай, у меня как раз кончился. Укрепить здоровье давай. Магию укрепим. Невидимость. Чё бы сразу нет, да? Запас сил укрепить. Отлично. Книга рассвета и заката. Крадется. Так. Здесь я все исследовал в этой части. Вот, я все мысль до конца не доведу. Если на первом уровне в гробнице максимум боунволкер попадется, то на высоких уровнях гробницы полны просто вот великих костяных лордов, скелетов, чемпионов и прочие высокоуровневой самой нежити. Там призраки какие-то, да, еще, по-моему. А! Я что, встал? Черт! Иди к черту! А! Я так давно не дрался, что аж в управлении путаюсь. Ты там помочь мне хочешь, что ли? Я же убиваю призраков твоих предков. Блин, как быстро передвигаются эти.
Как ты выжил? Ты смотри, какой черт, а? Вот. Не зря я схватил эти зелья восстановления ХП. Кстати, обычный Боунлорд. Можно было его и поймать. Ну, неловко, в общем, получилось. Ну ладно, зато они теперь мне не будут тут доставлять неудобств. Святой Рилмс. По заслугам да воздастся, да? Тут прямо прослеживается потому, какие оставили подношения предкам, да? Чем они занимались при жизни. Вот там явно был кузнец. Вот это, наверное, был поэт. Ух ты, черт. А как пролезть? Возможно, с другой стороны проход найдется. О, вот о чем я и говорил. Можно было не закупаться камнями душ. Я ж не знал, что я окажусь в усыпальнице. О, вот это, кстати, по-моему, обычный. Вот, давай. Где там у меня ловушка душ? Он даже меня не видит. А, блин, нельзя же, нельзя. Он же мне силу повредит. Фу, ну пронесло. Он, похоже, просто... Это... Так, а куда он поймался? А, вот. Давай. Хорошо. Хитиновые поножи. Ну, тут поскромнее, видимо, ребята упокоены. Так, у меня, кстати, свиток вроде был. Освещение кошачьего глаза. Вот он. Inner Luminescence. Luminescence, наверное. Неудачно получилось. О, урок 10. О, короткие клинки. О, неплохо. Вот это я, пожалуй, возьму. А то все уроки Вивека собрать проблематично, наверное. Да, вы знаете, я вспомнил, что когда в первый раз я перепрыгивал через берег, на тот берег, то есть Тира, я там в гробнице. Да, вот я сюда пришел. В гробнице я забыл. Ну, то есть не заметил робу. Вот я нашел там посох погонщика велков магический, интересный. Вот. И у этого пастуха лежала еще какая-то мантия интересная, наверное, тоже. Так, а куда они ловятся? Подожди. Этот, похоже, поймается в большой камень душ. Ну ладно. Критические удары наношу им. Эктоплазма. Бесполезно.
Шлем. Это что? Старый медный ключ. Он в зубах, что ли, у него? Ну, кстати, интересное довольно место. Красиво. Древская палочка. Король Эдвард. Часть 3, кстати. Часть 3. У меня части 3 нет. Ну, то есть... Я как раз на 2 остановился. Взять, что ли? Давайте. Я, наверное, все-таки не заброшу. Блин. Звездочки. Заглядывать в каждую урну. Я как бы понимаю, что, ну, по сути, эта урна там только прах. Но постоянно кажется, что разработчики могли затроллить и в какую-то из урн положить что-то ценное все-таки. О. Ну. Я таких даже не видел еще камушков. Прокачиваюсь. Уже, наверное, скоро снова левелап такими темпами. Вот неплохой тоже свиток. Вот, но с другой стороны, я сильно тоже грабить это все не хочу. То есть только ценные предметы забираю, потому что, ну, это же все-таки предки. С предками надо поосторожней, даже если это не твои предки, потому что... Триолит. Использовать ключ? Подожди, надо сохраниться сначала. Давай. А! Нет! Он слишком толстый. А хотя нет, не слишком. Нормально. 8 костяной муки с него вывалилось аж. Ну и что мы тут имеем? Ледяной страж святого Фелмса. Используется только разово. Так. Ледяной щит 50 пунктов, но на себя и уязвимость к холоду. А вот это, кстати, тоже может быть на врага. Может быть проклятыми камнями. Подожди, а там что стоит? А, ну это по молоты, чтобы бить по... Нет? Никто не вылез даже. Жаль, ладно. Бить по барабанам. Ух ты, откуда взялся? Новые заспаунились, что ли? Ты обычный? Обычный. Блин. Что ты сделал со мной? Повредил скорость. Кстати, слабо очень как-то. А куда? А, аж вот куда они залазят. Настолько бестолковые, что ли? Ну, вот, кстати, неплохо уже восполняет. Все, уходим отсюда. Ха. А знаешь, что я сделал?
Не буду говорить ему. А то расстроится еще. Ну что ж. Практически добрался до... Не помню, как называется это поселение. Но туда мне нужно доложиться. А вон еще какой-то грот есть там. Слетать, что ли, тоже туда? Потом, может. Где-то там была эта гробница. Вон она, по-моему. Да, наверное, это уж на следующий эпизод оставлю. В этом мне хочется уже... Тут, может, обойдется без левитации. Да, тут мелко. Хоть какой-то квест завершить в этом хочется. Здрасте. Как тут корректно к вам подойти? А? Наверное, как-то вот посюда. Оп. Почти не замочился даже. Кстати, сейчас можно этот свиток использовать. Restoration. Ну, конечно, жирновато немного, но с другой стороны, иначе, может, вообще никогда его не использую. Так. Эти стрелы, наверное, можно даже вообще куда-нибудь выкинуть. Тут у вас как раз золотой кинжал лежит. Вот вам еще... Блин, некрасиво легла, конечно, стрела. Так, нормально. Натюрморт прям. Так, какие следующие по тяжелости? Наверное, бонитовые, да? Костяные тоже. Так, где там мой амулет привлекательности? А, он и так на мне. Блин. Вот это, кстати, косяк. Надо было перед тем, как лезть в гробницу-то, надеть боевой какой-нибудь, с боевыми более качествами. Так, я тут немного не помню, где. А, вот как это все. А, Голмок называется поселение. Здрасте, я завалил ваш квест. А ты правда чужестранец, не так ли? А, ну это... Он мне рассказывает, как квест пройти. Но я его завалил. Проклятие, Холмс, ты все испортил, да? Вот и все. О, говорит, я слышал о тебе хорошие вещи. Но твой квест я провалил, тем не менее. Ну, друзья, давайте на этом заканчивать сегодня. Вот, я добрался до Голмока и Старого Бенгарда. Дальше в планах отправиться на юг, на плантации, на арабский рынок, в первую очередь туда, чтобы освободить моего болотного брата. Вот. Ну и парочку, наверное, еще посетим каких-нибудь. Вот этот грот мне все-таки интересен, и там надо мантию глянуть, что за мантия. Может быть, даже за кадром сделаю. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот. Спасибо вам за просмотр, с вами был Сэр Холмс, Morrowind Tamriel Rebuild. Лайки, подписки, пока-пока.
Что будет, если на вопрос герцога Дишанского «Скажи мне, ты думаешь, я дурак?» ответить «Ну, на самом деле, да». Он говорит «Это неверный ответ, Холмс. Если продолжишь говорить со мной в таком тоне, я брошу тебя за решетку гнить до конца твоей жалкой жизни. Не веришь мне? Возможно, у меня нет доказательств, но я их найду. И даже если нет, я герцог Дишанский, черт подери. Твое слово против моего. Кому, думаешь, поверят? Ну а теперь, с тех пор, как я чувствую себя великодушным в последнее время, я решу, что ты свою руку усвоил и не буду тебя наказывать. А теперь у нас больше нечего с тобой обсуждать. И не повторяй своих ошибок. Ну, в общем-то, то же самое, только падает отношение и меняется немного содержание.